Слушай, вот есть такое распространенное выражение, что плохие художники копируют, а хорошие воруют. Как ты относишься к этой ситуации? Ты понимаешь, это копировать, это же не стыдно. Стыдно плохо делать. Вот плохо делать, вот это стыдно. Потому что у тебя даже не хватило ума или таланта интегрировать красиво. Не то, что украсть. Опять же, украсть стиль невозможно. Его можно либо передать, либо недопередать, либо обосраться. Есть хозяйка и повар, который умеет готовить, а есть безалаберные, которые по 15 институтов закончили и так и не умеют готовить. Мы когда-то делали даже натяжные потолки там, или еще какую-то ботву. Сейчас не делаем. Мы не делаем галимые проекты, мы не делаем там никакую классику, мы не делаем вензеля и канделябры. Я не заинтересован уже в вещах, которые производятся миллионными тиражами. Люди уже печатают на 3D-принтерах печень, люди печатают еду на 3D-принтерах. Есть пластмассовую капусту, это плохо. Даже если она стоит на 50 рублей дешевле, чем та, которая выращена руками. Тысячные вариации чашек, которые идут миллионными тиражами, там, диванов или люстр. Но люди все равно хотят индивидуальности во всем. Дизайн, и так как, в принципе, я всегда об этом говорил, он должен быть от меня к тебе. Но это вещи, которые создаются для людей очень с трепетом и с большой ценностью. Когда вещи созданы специально для тебя, а это будет в тренде. То есть в тренде сейчас экологичность. Люди уходят максимально от электрики, от мобильных телефонов, от телевизоров. То есть они хотят прийти, там, почитать книжку там, при свече. Вот это вот круто. Сейчас в Ваби-Саби, например, я изучаю и люблю это, то, что конкретно мне близко. Есть такое понятие, как место силы. Да, место силы. Абсолютно верно. Место силы, и вот это место у меня это Япония. Направление украинской культуры, украинского надбання, да, и японского. То есть это то, что мне нравится, то, что я совмещаю, компилирую. Мне как нравилась Украина 15 лет назад. Фольк или тонкие ноты, там, керамики, так он мне и сейчас нравится. Это моя коллекция, то есть это Украина все, это украинская зооморфная скульптура. Сейчас у меня больше 200 баранов со всей Украины. Здесь моя коллекция украинской живописи и скульптуры. Это современное украинское мастерство. Это одна из моих любимых скульптур Назара Білика. Я считаю, что она не просто крутая, она волшебная. Работа называется «Дождь». Человек, на которого упала капля дождя. Это Дмитрий Грек. Человек на ладье. Степа Рябченко. Вот это Сережа Радько из серии графики его. Минин. Донецкий художник. Это серия «Шахтеры» называется. Тистов работы, скульптуры. Это Маценко, неофольк называется работа. Вытинанка украинская. Я могу сочетать бизнес и творчество, быть успешным бизнесменом и творческим человеком. Я до сих пор рисую в Молескинах, я посещаю все выставки, я создаю собственные картины, леплю и занимаю гончарством. У абсолютного чемпиона мира спрашивают, ну вам же фартит. Он говорит, да, я знаю, с вами согласен, мне тупо фартит. Говорит, ну одну закономерность я заметил. Говорит, чем больше тренируюсь, тем больше фартит. Старшего сына моего зовут Иван, и он будет архитектором, поскольку мы сейчас готовились, и он летит в Милан. И сейчас он поступает в Риме в школу. Среднего сына моего зовут Хикару, ему 3 года. И надеюсь, что он тоже будет или художником, или архитектором. И младшего моего зовут Тадао, в честь великого Тадао Андо, японского архитектора. Искусство в мире – это сплошные эмоции. Главное вызвать эмоцию, и неважно какую. Шокирует, там, не знаю, там кто-то гомном мажет по картинам, это же есть. Кто-то там телом прислоняет, кто-то там, не знаю, там из железяк строит, там чувак так делает. И это зацикленное видео, и это еще страшный чувак. И вот он делает все время вот так вот. Он выживает жуть просто. Ну и это стоит в музее, ребята. В лучшем музее мира это видео. Хёрст акул нафталин заливает, понимаешь? То есть эмоция, вот что важно. Я бы построил город в Ваби-Саби, да. Вот то, чтобы являлось бы экологически чистым, натуральным, природным и, самое главное, необыкновенным. Я создавал бы, конечно, как человек, который бы создал и жил бы там для себя и для своих близких друзей. Ну вот, так что заезжай. Можешь уже начинать готовиться. Договорились.